там одеялки толстые такие. Китайцы, видимо, укрываются так и спят. Бонечка, А сейчас в поедем. Таиланде я часто наблюдал такую картину. Но ветерок дует, но он теплый, жаркий, но куча тайцев там или китайцев застегнутые в этих то ли кожаные, то ли дермантиновые куртки. Ну, короче, одеты по полной программе, как у нас осенью. А за бортом 27-28 с плюсом. Ну вот им холодно. А я в Китае в декабре. Ну, когда, 17-й год. Ну, я в шортах, а сверху курточку и ветровку накинул. А они там все в этих, да чуть ли не в шубах все завернулись. И когда я в Пекине был, я же как раз, ну, конец осени, в ноябре в начале был. Ага, 28 октября же я уехал. Ну, и считай, 2 недели там был. В 8 году. И я там в шортах ходил, и в куртке, и ветровке. Футболка. С бортом порой температура, не, ну так-то 20 там, 18-20, порой даже 24 было. Ну, довольно-таки тепло. Но порой бывало и 10 до 15, и они на меня смотрели, как, не знаю, на этого, на какое-то чудо природы. Они все там чуть ли не в ватниках ходят. А я такой весь налегке. А что я? Иностранец. Вот. Так жалко тогда, камер-то не было таких. Что теперь? Ну вот такие дела. А центральная, у вас получается теплоэнергоцентраль где-то как-то? Ну, я так понимаю, она на газу работает. У нас она работает и на мазуте, и на угле. В основном на угле. Он это еще тоже с завода. Уголь. И городская тоже на угле. Газа не было и не будет никогда. Леш, ну на чем она работает, я тебе не скажу. Без понятия. Тут нет такого, вот чтобы, знаешь, там приходит осень и начинают орать, что у нас там мазута на 10 дней, или там газа на 3 дня. Или это, вот сколько я живу здесь, никогда этого не слышал. Здесь этих проблем нету. Вот. Ну, поэтому я тебе не скажу, чем, как. Вот. К нам приходит пар, вот, уже с теплообменника, который греет воду, а до теплообменника идет пар. А дальше уже вода в теплообменнике меняется и греет уже там трубы, батареи, как, где, что. Но в некоторых домах, я тебе говорил, я был, вот, я тут видел прямо эти вот станции, которые некоторые мы контролируем, но не обслуживаем, потому что там все серьезно, и там все эти люди этим занимаются, которые приезжают, они там, у них дежурная бригада, которая там объезжает раз в 2 дня там, или раз в 3 дня, не знаю. А я туда заходил, когда я на объекте посмотрел, все нормально, нигде ничего не капает, не течет, не это. Все, но вообще не касаемся их. Вот. А вот эти дома, которые ставят новые, я не знаю, каким образом они решают. Ну, наверное, от проекта зависит и от того, кто там инвестор, как, чего. Или я не знаю, по каким техническим там заданиям или параметрам, что дешевле, что. Ну, не знаю, это проектант решает. И вот этот дом будет строиться там с газовой котельной или подключить ее к центральной, это без понятия. Но здесь проблем с этим нету. Но хочу тебе сказать, что подорожал газ у нас.
Вот. Насколько я тебе не могу сказать. Но, смотри. Здесь же я тебе рассказывал, как у нас все оплата происходит этим авансом. То есть проходит календарный год, они считают по показаниям счетчиков, да, ну вот как бы, допустим, изначально возьмем, сколько ты потратил. И вот за прошлый год они тебе на будущий год начисляют авансы, которые ты должен платить из расчета, что ты потратил после этого. Проходит год, они делают перерасчет, и получается, или ты больше заплатил, тебе или возвращают, или делают скидку, ты там, допустим, 2 месяца не платишь, или 2 месяца платишь меньше, а потом платишь так же само. Или же наоборот, если ты не это, как его, ну, не потратил больше, тебе повышают этот аванс. Вот. И мы платили раз в 3 месяца, 1000 я платил за газ. По-моему, не, вру, 2000 я платил за газ. У нас только газовая колонка и плита газовая, все. То есть газовая колонка, чтобы на воду горячую. И мы платили, ну, раз в квартал 2000 крон наших, да? А вот мы заплатили в июле и должны были платить в октябре. Но в августе пришло, то есть летом мы заплатили 900 крон, не платили 2000. В июле, в августе заплатили 1100. И вот в сентябре, по-моему, 1000, с копейками 1000. То есть, я так понял, газ подорожал. И чтобы у вас, как у вас, вот зимой ты не платил астрономические суммы, а летом ничего не платил, сделали усредненку, чтобы не так ощутимо было. Поэтому, или, допустим, каждый месяц заплатить 1000, да? Вот. Или, получается, там раз вот, в 3 месяца я бы платил там 5 или 6 вместо 2. Я просто не могу сказать, насколько он подорожал, не знаю. Тут как-то там, где-то там, кто орет там, что-то как-то орут, ну, может, они не зарабатывают, может, не знаю. У нас же немножко другая ситуация, вот поэтому как-то так. Так вот у нас происходит. А вот повторюсь, чем там топит котельная или вот это вот греют нам этот газ или этот, как его, пар, без понятия. Я даже не знаю, где она находится у нас в городе. Ну там есть вот это вот, у нас там, где сжигают мусор. Подключена ли она к этой системе или не подключена, малейшица, там у нас есть теплоэлектростанция или тепловая, ну мусор, короче, там возят, во все сжигают. А где она у нас в Праге она находится или за Прагой, понятия не имею. Вот примерно так вкратце. Ну, у нас, Леш, вот мы выехали, ну, вернее, я с Бонькой вот еще с отеля выходил, с Бонькой погулять, дождь шел. И вот мы уже проехали 150 километров, и дождь не перестает. Полностью все, небо затянуто, где-то сильнее, где-то нет. Ну, короче, дождь валит такой, скажем так, средний. Не то, что там прям ливень, но льет хорошо. А Ксюшка смотрела мне завтра туда, куда мы едем, там дождь сегодня, а завтра 21 на солнце. Сегодня туда группа поехала тоже. Ну, я не злорадствую, я просто потратить день. Ну, когда уже приезжаешь, там уже похрен, идет дождь, не идет, уже как-то так настроился. Ну, немножко, может, расстроился где-то, ну, не знаю, как-то так. Ну, не камильфье. Не камильфлё, или как, блядь, я... Камильфо. Не камильфо, вот, Оксанка меня учит. Ну, я же безграмотный. Не камильфо. Вот. А я все время не камильфье, как-то так я говорил. И ты же меня, помню, учил. Ну, что с колхозника взять? Вот, поедем. А у нас вот, мы какой-то, с Оксаной Семеновной, мы какие-то везучие. Мы бы куда ни поехали, Поплюй, нам и всегда, по голове да, постучи. нам всегда выходит вот, и погода, и температура. Нам вот в этих северные страны, когда приезжали, мы в Данию приехали, Леш, там говорят, больше 15 не бывает, а у нас 30 было, 32, 32, блин, прикинь, мы там неделю были, и вот неделю это было, ни капельки дождя не было в Дании. А в Норвегии, так это же еще северные, тоже там вот говорят, все холодно, все это. У нас один день был, 2 дня. Один день в Осле, мы когда уже были в Осло, последний день, и вот нас там на час или на полтора, блин, даже на 2, наверное, да, дождь нас поймал. А еще когда плыли на пароме, дождь пошел. Ну, так на пароме сидишь внутри, похрен. Ну вот, все.
А так везде, да, я даже не могу вспомнить, где еще у нас что-то у нас не получилось. Ну, может, где-то что-то еще было, там один день какой-то, но я просто не могу вспомнить. И вот сейчас, что, ну мы были в санатории, мы были внутри все время, да, и вот тоже, вот сейчас вот уезжаем, и дождь пошел. Поэтому я же в среду вот это бегал, я же тебе там тогда говорил, поснимал немножко. Из-за того, что думали, что в пятницу дождь был, а в пятницу не было, и вот мы сейчас уезжаем. Ну, там как бы похрен, там ты в санатории внутри. И вот нам сейчас дали пакет, ну, для тех там, для гостей они как бы дают. Мы так и не поняли, если есть на страницах, ну, на сайте этот, как его, отеля это приложение или нет. Ну, или они разводят, знаешь, как через маркетинг.